Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите искренние, добрые слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада – твой квантовый скачок. Какая новость ворвется в твою жизнь? Вы когда-нибудь чувствовали, что привычный мир вокруг вас становится тесным, как старая одежда? Это верный признак того, что вы готовы к квантовому скачку. В ближайшее время в ваше пространство ворвется новость, которая разрушит тишину и заставит вас действовать. Это не будет случайным шумом. Это известие станет ответом на ваш внутренний запрос, который вы посылали в мир последние месяцы. Почему одни люди пугаются резких новостей и закрываются, а другие используют их как трамплин? Секрет в том, что скачок требует отказа от старых опор. Эта новость может прийти с неожиданной стороны, от человека из прошлого, через официальный документ какой-то, или через внезапный инсайт, который обесценит все ваши прежние страхи. Давайте разберем, какую энергию несет в себе это событие и почему именно сейчас вы стали магнитом для таких масштабных перемен. Советую досмотреть это видео до конца. В конце, помимо совета карт, будет еще совет психолога. Надеюсь, будет вам полезно и интересно. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Ой, вот это да. Одиночество, токсичность выскакивает у меня. Пожалуйста, расслабьтесь, подумайте о себе, какая вы, какая девочка пришла на расклад. Какая вы? Ух ты, свободолюбивая. Но, к сожалению, не можете сейчас себе позволить в полной мере, наверное, как многие из нас, да, ну уж не знаю, какие-то ваши тут желания связаны со свободой. У кого-то это свобода ментально, да, есть какие-то установочки, которые не дают вам ощущения вот этой вот свободы, желание расправить крылья, а не можете, как свинью подложили. У кого-то материально хотели бы позволить себе свободно, может быть, передвигаться, в общем, даже летать куда-то, да, крылья тут не зря. В материальном плане позволить себе что-либо, к сожалению, не можете себе это позволить в полной мере или вообще пока не можете. Страхи, очень много страхов, страхи, как ограничения какие-то. У кого-то страхи связаны с тем, что вот так вот всю жизнь будет, чтобы эта полоса уже затянулась, когда это все, черно-серая полоса закончится, когда начнется наконец-то это белая. Так, какая вы? Разбитое сердце и переход на новый уровень. Опять-таки, то, о чем вы мечтаете, кстати, об этом примерно и расклад, да, квантовый скачок. То, что случится, вот когда этот дирижабль поднимется в небо, вверх. Разбитое сердце по поводу того, что так пока это не случилось, именно то, что вы ассоциируете с этим переходом на новый уровень. У кого-то это новый уровень, не знаю, изменения в личной жизни, да, встреча с каким-либо новым человеком, союз с кем-либо. У кого-то это выбор новой профессии, новая что-то, реализация, может быть, смена рода деятельности, у кого-то это смена места жительства, опять-таки какого-то окружения, у кого-то это какая-то мечта уже на там, хотел сказать, длительное время, да, вы мечтаете о чем-либо, и вот этот переход, он никак не случается, из-за этого разбитое сердце, и взаимосвязь, страхи, разбитое сердце, переход на новый уровень не случается. Так хотелось бы наконец-то этой свободы какой-то, но как будто бы, повторюсь, как замкнутый круг. Следующая карта, интересно, следующая карта, тут сердце, человек замораживает свое, и почему-то женский коллектив.
Давайте так, это может быть желание у кого-то не паниковать, не поддаваться страхам, у кого-то желание не принимать, как бы это нелепо не звучало, близко к сердцу, да, вот эти какие-то, если вы воспринимаете это как временные неудачи. Может быть, возможно, вы пытаетесь, ну, анализировать, смотреть, как ситуация обстоит у ваших там, может, коллег, у кого-то по работе, подруг, женский коллектив, да. Кто-то сам себя успокаивает, говорит, у меня не так уже плохо, да. Это элементарно, мне первое в голову пришло почему-то. Вот это состояние, это где-то вы стараетесь, ну, успокоиться, гармонизироваться. У кого-то, если отдельно взять это все, может быть, вы хотите вырваться из какого-то окружения, у кого-то это женский коллектив, это рабочие взаимоотношения или окружение, в принципе, какое-то, где преимущественно женщины вас, ну, окружают, да. Опять-таки, переход на новый уровень, хотелось бы сменить место обитания. А пока вы все, что вы можете себе, ну, позволить, да, это не реагировать на какие-то, может быть, конфликты, провокации, в принципе, научиться как бы выживать в этом коллективе, получать там свои какие-то бонусы, не растрачивая там энергию, как будто бы временно заморозить вот эту вот мечту какую-то, о чем там у вас там, эти мечты у каждого свои, а как отложить чуть-чуть в сторону и пока жить так, как живете, ну, обычной жизнью. Опять-таки не принимая близко к сердцу. Вот такая сигнификация, девочки, мои хорошие, получилась. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, твой квантовый скачок. Какая новость ворвется в твою жизнь? Первое у нас это предвестники, назовем их так. Какое событие в вашей жизни, уже эти события намекают на грядущий прорыв. Ой, перевернулась, ну пусть, наверное, так и будет. Вот так еще хочу. Так, суть новости. О чем она будет на самом деле? Да что ж такое? О деньгах, о чувствах или о вашем статусе? Так. Ваша первая реакция. Почему важно не поддаться первому импульсу страха и увидеть в этом возможности? Так, девочки. И скрытый смысл. Какую задачу вашей души решает это событие? Вот она прям смотрит на меня. Ладно. И как будет выглядеть ваша жизнь через месяц, допустим, да, после того, как будет эта новость принята. Какие события в вашей жизни уже намекали на грядущий прорыв? О чем она будет на самом деле? О деньгах, о чувствах или о вашем новом каком-то статусе? Новость это почему важно не поддаться первому импульсу страха и увидеть в этом возможность. Почему это важно? И какую задачу вашей души решает это событие? И как будет выглядеть ваша жизнь, например, через месяц после того, как эта новость будет принята. Ой, что-то я тут задела, девочки. Так, начинаем, смотрим. Какие события в вашей жизни уже намекали на грядущий прорыв? Ага, вполне возможно. Так, она так вот. Сердце, святая вода, намекали сон. Ну, у кого-то самое простое, это какие-то могут сны, вещи, да, карта сон. Опять-таки, сочетание святая вода, почему-то тут у меня, может быть, мне первое в голову пришло, знаете, какие-то как картинки из прошлого, да, и вы вдруг, тут карта сердца еще,
знаете, как во сне эмоционально прожили то, что в прошлом, может быть, прошло для вас, вы думали, ну, было и было, да, может, взаимоотношения с кем-то из прошлого. Не обязательно мужчина, ну, тут у кого-то может быть, да, как будто бы по-другому вы посмотрели, оценка другая, может быть, проснулись и осознали что-то, да, вот как будто бы во сне что-то, вот как анализ же все равно идет какой-то, а тут уже результаты анализа, и вы такие, ага, значит, вот так вот может быть на эту ситуацию посмотрели по-другому, по-иному. Хорошо, это у кого-то так произошло, а у кого-то какие события в вашей жизни уже намекали на грядущий прорыв. У кого-то ваша реакция, агрессия, может быть, ваша, ну, какая-то даже злость. Злость по поводу чего? По поводу тут, смотрите, вы как будто бы ждете чего-то прекрасного, замечательного, то, что вот-вот ворвется, вот-вот изменится что-то. Знаете, как будто бы, ну, ожидание в этом. А тут карта уставшая, прекрасная, красивая женщина, ну, извините, как замученная уже. Тут у кого-то энергетически истощена, у кого-то тут режим сна не соблюдается, отдыха. И карта хамелеон. Это говорит о том, что вынуждена, может быть, знаете, помимо того, что там одна, вторая, там какая-то работа, занятость, еще и дома приходите на себя какую-то такую гору этих обязанностей, взвалили, тащите, и тут ваша какая-то реакция. Вот, ну почему-то мне так вот как будто бы вы уже, ну, созрели и не просто там смирились, да, с этой ситуацией, а тут уже ваша вот эта агрессия направлена, ну, не знаю, у кого-то во Вселенную, у кого-то на саму себя, у кого-то на людей, которые вам подбрасывают вот эти новые какие-то тут проблемы, обязанности, которые вы хотите, не хотите, вам приходится взваливать на себя. У кого-то мысль такая, да, ну пора что-то действительно менять, потому что, ну, вот это в ближайшее время как будто были, вот уже как не то, что там намекают вам, а тут ваша злость, ваша ярость, ваш крик о том, что да сколько же можно, может, ну, это взваливается и взваливается, и уже ж предел есть всему. Вот тут такое, как будто бы как будто бы осознание того, что если будет шанс что-то изменить, действительно этот шанс, то есть надо срочно за этот шанс хвататься. Вот в таком состоянии пребывать невозможно. Ну вот тут вот так вот. Это как последнее китайское предупреждение, да, вот что-то тут такое мне в голову пришло. Так, следующее. О чем она будет на самом деле? Это новость. Суть новости. О деньгах, о чувствах, о вашем статусе. Так, новость о чем? Статус. Так, статус. Ну, не деньги. Деньги, статус. Давайте так, тут у многих ваши чувства, ваш статус и, что очень важно, ваш выбор. Будет выбор, и выбор, ну, тут не, допустим, не из-за одного партнера у кого-то, да, а у кого-то прям перед глазами вот будет несколько партнеров, возможностей. Если это касается статуса, ну, опять-таки, у каждого свое, но тоже тут выбор есть. Нет такого, что или-или, да, тут такой какой-то выбор есть у вас. Так, суть новости касается, может быть, вы почувствуете, тут карта диссонанс. Диссонанс, и тут за спиной, как мужчина держит кинжал, это как подлость, предательства. И карта одиночества, карта крика, женщина кричит. И карта маяк ищет, как будто бы свет, ищет помощь. Может быть, сравнивает, не знаю, выбор своего мужчины с каким-то мужчиной. У кого-то это из прошлого, у кого-то настоящим вы можете встретить какого-то мужчину.
У кого-то, в принципе, вы как-то диссонанс по-другому, по-иному посмотрите на проявление, допустим, мужчины какого-то. Ну, может быть, он рядом, может, в принципе, да, вот пытается с вами сблизиться. Тут как будто бы вы смотрите на мужчину, 100%, тут какой-то мужчина, мне почему-то, ну, карта мужчина, я не могу это игнорировать. И на его вот проявление в вашу сторону. И для вас это, ну, наверное, неприятно, да, хотелось бы по-другому на это все посмотреть. Карта одиночества, желание где-то закрыться от этих проявлений, могут быть мысли по поводу того, что, может быть, мне лучше быть одной, или лучше, ну, там, какого-то другого мужчину выбрать. Вот тут такое мне идет, девочки. Слишком много как-то мужчины, карта одиночества, боль. Карта маяк — это, скорее всего, история о том, что вы где-то даже согласны, может быть, уйти из каких-то отношений. Давайте так, о чем будет эта новость, да? Новость о том, что, может быть, и нужно где-то уйти из каких-то отношений, эту боль испытать до конца, да, тут боль одиночества, ну не знаю, даже так. Но при этом не лишать себя надежды вот эти двери в свое время какие-то открыть, для того, чтобы, может быть, действительно свою жизнь сделать лучше и, может быть, нового какого-то мужчину к себе подпустить. У кого-то тут просто длительное время, может быть, уже сформировалось такое к себе отношение. Да зачем оно вообще мне это нужно? Уже есть как есть, пусть так будет. У кого-то даже не приведи Господи, да кому я нужна? У каждого свои недостатки, вы можете свои недостатки какие-то тут преувеличивать. Тут какой-то диссонанс. Кто-то терпит длительное время, может быть, неуважительное отношение, может быть, даже по мелочам какие-то подлость, предательства, ну, измены, ну, вот как будто бы за спиной что-то происходит такое, и вас это не устраивает. Это карта боли. Может быть, даже не глобально. Вот каждый день там какой-то нюанс, там. Это совсем не то, как бы вы хотели жить свою жизнь. Вот так вот. Давайте так. Тут, может быть, даже как вы со стороны посмотрите на свою жизнь. Может быть, кого-то там подруги, близкие, коллеги по работе, там знакомые. И поймете, да, почему я отказываюсь, да, от возможности изменить свою жизнь. Вот так. У кого-то элементарно, даже если вы не будете новые двери открывать, нового мужчину впускать, в любом случае вы как будто бы, может быть, по-другому посмотрите даже на взаимоотношения с этим мужчиной. Может быть, где-то, ну, даже в мелочах, может быть, чуточку больше станете себе уделять времени. Там карта одиночества. Давайте я так еще это протрактую. И карта там маяк. Может быть, опять-таки, сделайте акцент в сторону себя. Уделите внимание себе больше, да? Так, твоя первая реакция. Почему важно не поддаться первому импульсу страха и увидеть в этом возможность? Почему не поддаться невозможно? Ух ты, ё-моё, карта страх, карта бес, магия со всех сторон. Девочки, у кого-то тут уже настолько устойчивое такое какое-то убеждение о том, что давайте так, какие-то искренние, добрые, светлые взаимоотношения, тут как 15-16 лет, это нежность, вот такое, ну вот, как будто бы установочка такая, ну это было уже давным-давно, уже я давно не такая, я уже никому не верю, я уже никого к себе не подпущу. Тут карта расставленных сетей и карта невозможно, да, потеря невозможно. Тут вы говорите, ну, к чему там искать что-то новое, все как будто бы не то, что там утрачено давным-давно, обесценено уже даже. Даже если запрос есть на это, вы не верите особо, что встретится какой-то, допустим, мужчина, который сможет именно это, именно вот эту искренность вам дать. А как-нибудь, знаете, вот лучше
не как, чем как-нибудь, да. Вот тут вот что-то у многих так, ну, я понимаю почему. Но тут и карта, вам говорят, вот даже вы начинаете карта беременность о чем-то таком мечтать, может быть, где-то фильм какой-то смотрите, романтика, да, и тут же вот эта карта страхи, магия, бесы, может быть, вот эти страхи какие-то, они как будто бы перебивают даже ваше желание что-то менять. Может какой-то печальный опыт, у кого-то родители, да, у кого-то близкие, у кого-то там подруги. И вы смотрите и думаете, нафига даже у кого-то что-то там разрушать то, что есть, если тут почти 100% вы вот как установку себе делаете, ничего хорошего я не жду. Желание в этой так называемой зоне комфорта уже ладно, пусть будет как-нибудь. Вот, остаться, дабы не разочароваться в будущем еще сильнее. Вот вам говорят, важно поддаться этому первому импульсу, вот, и увидеть в этом возможность. Почему? Потому что вы сами себе этот рост, вот карта беременность в плане роста, развития, новых возможностей. Тут же в конце беременности рождается ребеночек, вот вы не даете, вот, другими словами, родиться себе новое. Свои возможностям не даете воплотиться в реальность. И тут у многих единственный запрос, тут даже никакой там, я не знаю, там заоблачных каких-то мечт. Тут хотелось бы искреннего, вот такого доброго, чистого, светлого чувства, да, взаимопонимания, поддержки. Это нежность карта, так она и читается. Искренность, нежность. Так, какую задачу вашей души решает это событие? Ага. Событие. Ну тут вот эта карта сразу, это как это сказать, меняет вообще ход вашей жизни. Это, ну, кармическое событие, то, которое вы хотите, не хотите, вы это не обойдете. Просто единственное, этот шанс, он будет, эта новость ворвется в вашу жизнь, но возьмете вы этот шанс или нет, это другое дело. Какую задачу вашей души? Фатальная карта подкова счастья. Вы реально можете изменить свою жизнь, стать счастливой. Что бы вы ни понимали, как бы вы не интерпретировали слово счастье. Карта зелье, эрос. При этом, даже если у кого-то есть там печальный, негативный, можно сказать, такой какой-то токсический опыт, в плане тут дьявол, эрос, страсть и карта зелья, в любом случае вы уже, знаете, как будто бы с этим опытом вы сможете, ну не буду говорить там избежать каких-то глобальных ошибок, если можно так сказать, но уже учтя этот опыт, вы уже сможете бонусы из этого извлечь. Вот тут даже так. Тут даже вам говорят, то, о чем ты переживаешь, что ты там разрушишь что-то в своей жизни. Да, возможно, ты что-то разрушишь, но у тебя хватит ума и этого опыта плюс для того, чтобы что-то прекрасное и привлечь в свою жизнь. Ну, и создать уже новый какой-то сценарий. Девочки, он будет счастливый. Другими словами, тут зелье вы варите, плюс эрос, влечение сексуальное, это новые какие-то эмоции, это радость жизни, яркость жизни, и у вас это получится. То есть вам говорят, у вас уже есть, повторюсь еще раз, этот опыт, желание, умение его воплотить. Так, ну основное, что какую задачу решает это событие, это кардинально меняет вашу жизнь в лучшую сторону. Тут яркость жизни. Тут у кого-то, девочки, вы сейчас, может быть, только как птичка какая-то, да, так смотрите из клеточки, как подсматриваете, наблюдаете там, вам кажется, там у кого-то там, может быть, жизнь там ярко протекает. Как будто бы не совсем своей жизнью вы живете, такое может быть ощущение. Не хватает вам вот этой вот яркости. Тут карта птичка райская, да, женщина-муза. Вы сами по себе такая харизматичная. Вам очень важно выходить там, может быть, в общество,
прекрасно выглядеть, сама по себе вы оптимистка, многих заряжаете этой энергией. Опять-таки, чисто по-женски умеете компоновать там элементы гардероба этого, подчеркивать свои лучшие какие-то качества, в чего бы это ни касалось, плюс акцент сделать на своих достоинствах. Может быть, даже вот недавно просматривали какие-то фотографии свои, и вы эту как бы часть своей натуры, если можно сказать, вы знаете, что в этом, ну, вы такая, у вас это есть. А тут, может быть, временно, девочки, как-то так вам уже ничего и не хочется, и вы думаете, да, я такой была, как-то это как в прошлой жизни. А на самом деле это в вас есть, и почему вы должны отказываться от этого? Может быть, временно, какие-то трудности, да, это как уходит на другой план, может быть, сейчас совершенно другие у вас там задачи, да, и вправду, может быть, ну, период такой тяжелый. Но почему-то вам говорят, не нужно вот проживать как другую чужую жизнь. Ты должна жить полноценной жизнью, и ты можешь жить. Тут как вы частично отказываетесь от вот проживания даже вот этой яркой жизни. Может быть, даже какие-то нюансы, то, что вы действительно можете себе позволить, а в силу каких-то ограничений, обстоятельств, вы осознанно от этого отказываетесь. Ну, я надеюсь, я правильно, я надеюсь, я донесла, да? Ну, вот как-то так. Почему-то мне вот ощущение, как красивая птичка и в клеточке, а клетка до конца не закрыта, так как приоткрыта. То есть вы можете изменить свою жизнь, девочки. И основное тут возможности есть, девочки. Как будто бы вернуть вкус жизни, радость жизни. И для этого не нужны там какие-то, тут не то, что там глобальные изменения. Изменения, понятно, нужны. У кого-то финансов не нужно столько там даже. Как бы кардинально просто изменить подход. Так, результат перехода. Как будет выглядеть ваша жизнь через месяц после того, как эта новость будет принята? Ну, допустим, через месяц, да? Ух тышка. Угу. Ну, через месяц, смотрите, может быть, первое время карта токсичность, павлин, третьи лица, и тут карта метла, сплетни, закрытые глазки. Смысл о чем вот этого всего? Если вы себе позволите изменить, да, событие какое ворвется в вашу жизнь, там будет возможность, шанс изменить вашу жизнь. Это у кого-то будет касаться выбора нового партнера. Может быть, пересмотрите свое отношение к нынешнему партнеру. Ну, там кардинально. Там выбор в сторону больше себя. Почему-то тут мне показано, я тут буду считывать это как павлин. Скорее всего, это вы тут будете себя вести как женщина, которая... Ну, если вы примете эту новость, если вы осознаете то, что не готовы вы по старому сценарию как-то продолжать жить, скорее всего, тут будет осуждение третьих лиц. Может быть, даже ваш мужчина, ваш какой-то там избранник из прошлого, вот, с которым вы сейчас находитесь, он, понятно, может как-то токсично, он может противиться вашему тут, типа эгоизму, типа эгоцентризму, типа выбору самой себя, да, вот больше внимания стали самой себе уделять, к самой себе прислушаться. Понятно, недостаток уже этой энергии у него будет ощущаться, внимание, если все раньше, ну, не все, но много энергии туда и внимания вы туда направляли, на него, на эти взаимоотношения, то сейчас вы львиную долю на себя, да, обрушите. Переключите, если можно сказать, то тут может он вплоть до того, что даже третьих лица он подключать к тому, что вы как-то себя не так неправильно ведете. И какое-то время это будет за вашей спиной разговоры. Это как будет своего рода обсуждение, карта метла, сплетни. Может быть, опять-таки, третьи лица увидят ваше какое-то не совсем, по их мнению, правильное отношение к мужчине, который там рядом с вами, или в принципе к мужчинам.
И тут опять-таки как какие-то будут рассуждения этих людей, третьих лиц. Ну не по барабану ли вам, да, девочки, зачем вам к ним прислушиваться и типа проживать их жизнь? У вас своя жизнь. Карта крест, тут карта крест и водоворот. Но в любом случае, как ваша жизнь изменится? Тут у вас все закрутится, завертится, карта водоворот, и я не вижу, что тут плохой подтекст. Я вижу, что наоборот, это открываются новые двери, новые возможности. Это за собой повлечет по карте крест, это опять-таки старые сценарии закрываются, заканчивается, все тут старое какое-то, даже негативное, могу сказать, так. Опять-таки, вот эти сплетни какие-то, это все из старой жизни, из прежних каких-то не очень удачных этих сценариев. Тут идет как, ну, отчасти, если можно так сказать, переписывание своего жизненного сценария, новая программа. И все уже завертится, закрутится по-другому. Соответственно, тут водоворот, тут и новые возможности, новые люди. Опять-таки, может быть, новый взгляд, абсолютно еще другой взгляд на саму себя. А ну, пару карт хотела все-таки вытащить. Водоворот. Как будет выглядеть ваша жизнь. Тут понятно, люди, которым в прошлом вы уделяли больше времени, там ставили кого-то на пьедестал, их мнением дорожили тут, а тут сейчас какие-то как нифига себе, а что это она больше ко мне не обращается, она меня не холит, не лелеет, она себе больше любимой. Понятно, тут будет недовольство, претензии даже будут, и желание вас как, извините, как лошадку в стойло вернуть. Как будет выглядеть жизнь через месяц после того, как будет принята новость. Водоворот. О чем это? Вот смотрите, водоворот, и перед вами открывается все незнакомое. То, что перед вами было раньше закрыто, да, это будет множество каких-то возможностей, проектов, шансов. Видите, тут Бог многорукий, и в каждой руке новая, как маска, да, вы открыты для этого будете. И тут видите, как стена была закрыта, а тут открывается. И возможность вам заглянуть туда, пройти в это новое и выбрать то, что вы хотите. У каждого это свое, девочки, но это замечательные шансы. Пожалуйста, мои хорошие, не теряйте их. Вот такой вот у меня расклад, мои хорошие. И психологический совет в конце, да. Квантовый скачок в вашей жизни, он возможен только при условии, что вы действительно готовы отпустить старые опоры. И психологическая эта новость, которая к вам идет, это лишь катализатор процесса, который на самом деле, мои хорошие, вы запустили сами. И ваша задача не испугаться резкого изменения этого масштаба. Мы часто саботируем успех, я знаю это, потому что мы боимся кто-то ответственности, которую несет этот успех, да. Очень много страхов связано с этим. Поймите, эта новость подтверждает, что вы больше не принадлежите своей прошлой реальности. Примите этот факт как... Примите этот вызов, да, как факт вашего роста. Скачок уже происходит. Ваша роль просто не нажимать на тормоз. Все, мои хорошие, спасибо. Спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.